Всем привет! Меня зовут Сергей Дмитриев, я разработчик стартапов. Опыт моей коммерческой разработки 14 лет, и последние 7 лет именно я специализируюсь на разработке многопользовательских веб-сервисов, в основном для стартапов, а также я являюсь сооснователем 3 действующих стартапов. Я создал свой учебник по разработке веб-сервисов для своего собственного стартапа. Давайте разберемся, в чем вообще отличие разработки стартапа от разработки вообще. Разработка стартапа подразумевает, во-первых, что вы разрабатываете проект с нуля. То есть до начала разработки никакого кода не было, и никакого старого и чужого кода вам поддерживать не придется. И, соответственно, вам самим нужно будет определить те правила и технологии, по которым будет написан код. Также разработка стартапа открывает для вас возможность реализовать что-то новое и свое в этом мире, и это прекрасно подходит мечтателям. И людям, у которых есть множество интересных идей. Также путь разработчика стартапа подразумевает, что однажды, когда проект, доля в котором принадлежит вам, выстрелит, вы получите сверхприбыль, на которую обычный разработчик рассчитывать не может. В то же время весь этот курс, он, в принципе, посвящен просто разработке и программированию на определенном стеке технологий. И, освоив этот стек технологий, вы сможете разрабатывать не только стартапы. Вы сможете цифровизировать какие-то бизнесы или устроиться на обычную работу по найму, если вам надоест этот путь. Сейчас я буду вынужден немножко похвастаться и какими-то словами доказать вам, что я хороший разработчик не потому, что я хочу похвастаться, а для того, чтобы показать причину, по которой у меня, возможно, стоит поучиться и почему мой учебник может оказаться вам полезен. Изначально мой первый заказ на разработку стартапа был следующим. Мне поручили создать веб-сервис для проведения онлайн-курсов. Ученики должны были там курсы покупать, проходить, отправлять домашки, а некоторые кураторы должны были иметь возможность эти домашки проверять, а также много что связано с этим флоу, но примерно понятно. И я тогда был не очень опытным разработчиком, но мне выделили денег, и я нанял опытного бэкэндера и опытного фронтендера. И мы втроем такой команды, где я был лидером, который, все-таки распределял задачи и помогал в разработке, а они вели непосредственно эту разработку, каждый в своем направлении. И мы этот функционал реализовывали в течение 1,5 лет, и нами были очень довольны все. Однако сейчас я понимаю, что с текущим моим стеком технологий и текущим опытом я бы те же самые фичи того же самого проекта разработал бы буквально за 3-4 месяца. Исходя из чего я понимаю то, что этим опытом уже можно делиться. Тем более за все эти 7 лет моей разработки именно на пути разработчика стартапов я перепробовал много технологий, много различных связок и отобрал именно те, которые лучше всего подходят для нашей ситуации. Разработки с нуля, быстрые, так, чтобы это легко поддерживалось, и самое главное, чтобы это приносило удовольствие и было вообще приятно работать. При фуллстек разработке стартапа вам нужно охватить очень много сфер и знать очень много технологий и понимать огромное количество проблем, которые необходимо решить. И пока вы самостоятельно все эти технологии переберете и со всеми проблемами встретитесь, пройдет много времени. И поэтому я вам предлагаю просто использовать те технологии для решения тех проблем, которые я освещу. А освещать в этом учебнике мы будем все самые популярные вопросы, которые встречаются абсолютно в любом веб-сервисе. Авторизация, деплой, логирование, env-переменные, валидация форм, обращение бэкэнда, фронтенда и так далее, и так далее. Это вы можете посмотреть в программе нашего курса. Самое главное, что вы поймете все эти подходы и, на мой взгляд, личный, лучшие подходы к их решению. В то же время, если вдруг вы потом поймете то, что какие-то технологии вам не нравятся, и вы бы хотели использовать другие, вы всегда сможете это сделать. Но гораздо проще начинать с какой-то предзаданной базы. Разработав буквально парочку стартапов, вы получите колоссальный опыт. И если вдруг вы поймете, что вам не очень нравится быть разработчиком стартапов или по каким-то другим причинам вы захотите устроиться на работу, не готовясь к этому специально, у вас это получится. Расскажу примеры своей жизни. За 7 лет может многое произойти, и, соответственно, многое произошло. И были моменты, когда я с этого пути сворачивал и принимал решение устроиться на работу. Я устраивался на работу дважды. И оба раза я прошел с первого же собеседования в первую же обратившуюся компанию, в которую я обратился, на желаемую должность, на желаемый уровень дохода. Я до этого собеседования
почти никогда не проходил, но был там в 19 лет я работал в одной небольшой компании, занимался версткой лендингов, но мы это можем в расчет не брать. И оказалось, что вот этот вот опыт простой, практический, который я получил, создавая просто какие-то проекты, оказался очень релевантен и для обычной работы программиста. Так что в любой момент времени, если вы захотите, вы сможете просто устроиться на работу минимум мидлом, если сделаете хотя бы пару относительно серьезных проектов. А как их создать, мы разберем в этом учебнике. Вышесказанным я определил себя как относительно успешного разработчика, и справедливости ради стоит добавить, что на данный момент времени я еще не являюсь успешным стартапером. Да, есть проекты, в которых я участвую, есть проекты, которые я основал, есть проекты, в которые я вошел в долю, некоторые из них уже приносят мне деньги, но это пока не ощутимый доход. Тем не менее, за эти годы выстроилась определенная стратегия, которой я придерживаюсь и в которую я верю, и я хочу с вами просто сейчас на словах поделиться этой стратегией и предложить, если она вас заинтересует, также ей последовать. Стратегия заключается в следующем. Сначала нужно создать какой-то свой стартап, чтобы просто получить этот опыт и обрасти уверенностью. Также параллельно с этим нужно заводить какие-то знакомства, общаться с людьми, и, скорее всего, у вас уже есть какие-то такие знакомые, которые являются целеустремленными и успешными в каких-то текущих своих бизнес-проектах. Это самые лучшие заказчики, потому что чаще всего, будучи долго в какой-то сфере и хорошо ее зная, они видят какие-то реально полезные идеи для этого рынка, и они могут к вам обратиться, зная вас как хорошего разработчика и человека, который уже создал какой-то свой стартап, и попросить им реализовать этот проект за деньги. Дальше ваша задача просто за деньги разрабатывать стартапы для этих людей. Первый заказ приходит всегда каким-то неведомым образом, а потом они просто начинают приходить по сарафанке. Нужно понимать, что на реализацию каждого проекта, вне зависимости от скорости вашей разработки, будет уходить 3 месяца, полгода, год, полтора, не потому что вы долго разрабатываете, а потому что разрабатывать проекты можно до бесконечности, и всегда будут получаться какие-то новые фичи. Однажды к вам придет какой-то человек, который предложит вам разработать стартап за деньги, но вам реально понравится его идея. И такое бывает не очень часто. Чаще всего, да, вы видите, что проект вроде какой хороший, но вы, может быть, там полноценно не доверяете этому человеку, или, может быть, вы не до конца уверены в том, что его стартап придет к успеху. Но иногда вы потом научитесь это замечать, когда вы видите, что вы реально в этого человека верите. И тут вы можете ему предложить поучаствовать в его разработке не за деньги, а за долю. А еще лучше предложить ему, чтобы он вам и платил, и долю дал. Вот. Причем вам не нужна какая-то большая доля. Если проект реально будет успешным, в принципе, достаточно попросить от него 10%, и при 10% можно, в принципе, договориться на то, чтобы и денежная плата даже какая-то была. И все. И таким образом действуйте по кругу. Разрабатывайте свои собственные стартапы, разрабатывайте за деньги для других людей и разрабатывайте за долю для людей, в проект которых вы верите. Этот процесс сам по себе очень интересен, приятен и сам в себе достаточно прибылен. Но однажды вы, скорее всего, если будете уверенно по этому пути шагать, придете к тому, что какой-нибудь из проектов выстрелит, и вы получите сверхприбыль. В то же время разработчики стартапов чаще всего хотят, чтобы их стартап выстрелил не для того, чтобы, да, уйти на пенсию и лежать пить коктейли на берегу моря, а чтобы запустить еще какие-то стартапы. То есть это реально такой путь, это такая стезя, когда вам просто нравится создавать, вы создаете, у вас это получается, это нравится вашим пользователям, и это делает вас счастливым в профессиональном плане. Я и сам сейчас нахожусь в такой ситуации, делаю проект, в который верю, и рассчитываю, что скоро какие-нибудь из них начнут приносить ощутимые доходы. Не факт, что это случится, да, там, в этом году, может быть, в следующем, может быть, позже. Вот. Но, тем не менее, я счастлив заниматься тем, что занимаюсь, и в то же время я понимаю, что если вдруг по каким-то причинам, да, там, я потеряю этот заряд бодрости и энергии, или мне надоест такой высокий уровень ответственности, мне ничего не мешает пойти и снова устроиться на обычную работу и получать обычную зарплату разработчика, которая может быть очень высокой, учитывая те навыки, которые мы с вами приобретаем в процессе создания продуктов с нуля. Так что и идти по этому пути приятно, и свернуть, если что, будет тоже не так противно. Спасибо вам большое за внимание и успехов вам!